зубами, но при этом, чтобы они обеспечивали адекватную фиксацию. А вот когда они нижнюю челюсть тоже наращивают, насколько это хорошо с животным держалось, то есть оно там палочки, наверное, вы говорите, что нельзя, но говорите, все равно животное же может. Может быть, но знаешь, it's better to in English. Microplates and the screws is the last instance I use. I'm a surgeon, so I should love it. But I do a dental approach first. So I do interdental wiring, composite splinting, rather than screws and plates. Он говорит, что он вообще не любитель вот этих всех таких техник с использованием там винтов, пластинок и всего такого. Он использует сначала такие чисто хирургические техники, такие как композитные материалы, дентальные всякие фиксации и так далее. Для того, This is what I do in the last instance. So you have a complicated, non-healing fracture. Последняя уже стадия, то есть последний этап, когда надежды нет, да, то есть когда уже... Try to keep it aside, because this is if it doesn't work, you're in trouble. So I try to be as less invasive as possible. But if it is a moment to do so, когда полная несостоятельность есть и утрата большого фрагмента костной ткани, это, как правило, должно быть в резерве, то есть вы должны к этому прибегать, когда уже не получается справиться по-другому, потому что если это будет первый выбор и что-то пойдет не так, то все, вы уже иссякнете. Да, Спасибо. Можно вопрос, да? По поводу собаки с дефектом твердого неба, да, вот значительный, вы закрывали лоскутами. Соответственно, на 3-5 дней, пока идет, собственно говоря, заживление слизистой, собака питается полноценно, травматизация языком в данной области не происходит? Или... Язык не мешает. Я думаю, что он не мешает. Ты знаешь, что это что-то закрыть этого, это надо double layer closure. Два этажа ушивается, чтобы... This is very important. Tension free, no tension at all. Без натяжения ткани. Да, а первый этаж, нижний этаж из чего делается? Connective tissue to connective tissue first, and then mucosa to mucosa second. И потом слизистая к слизистой. And if you see, it is not like that. It is first, second, third. Трехлоскутная, то есть... It was not, like I did like that. No. Это не только No. слизистая. No. It was that, and that. 3 layers. So I have it somewhere, but no, I have to that because we have a problem with the beamer. So if I change something, we can do palatal surgery next year. Анна знает этот случай? Анна Сергеевна знает этот случай? Спирина? Думаю, да, ты найдешь это в литературе тоже. Это называется staged procedure to close the acquired palatal defect. Staged procedure because you have to first extract the teeth and then многоэтапная или поэтапный процесс, хирургическая техника по закрытию дефекта мягкого неба. Твердого. Твердого неба. Хорошо, спасибо. Можно тоже спросить, а в чем сложность контрастирования в том методе, который вы нам рассказывали? Excellent question. To be honest, I don't know. Не знаю, по-честному. Не получается, no, что I think that there is something with the timing of distribution of the contrast. So we have a very little time between the application and exposure. It's very fast exposure. So, Скорее всего, что-то не так с подборкой времени между времени распределения контраста и экспозицией и выдержки. И самим исследованием, Да, то есть да. краткосрочно. А если вот как при обычном КТ, то есть ставится на ИПС контраст и животному проводится процедура, то есть первый вводится и на ИПС. Я делаю сперва без контраста, а потом с контрастом. Понятно, да. А если просто поставить на ИПС никаких сол, и он будет, получается, постоянно поступать в вену. I'm not radiologist. I'm a surgeon, so I'm using only this part. I'm not excited about this technical part.
But I know that this is a concern, the contrast studies, but it is the industry is working on that. Он не радиолог, он хирург, да, и просто тонкости. у них есть проблемы, то есть что он знает, вот как со своей стороны, что не получается, да, и сейчас, но индустрия все равно она развивается и работает над тем, чтобы можно было добиться какого-то удобного способа контрастировать таким образом. Видимо, мой вопрос, если вы не контролируете радиологию, вы получаете только картинку, не совсем актуально. Просто у меня томограф другой, вот, с горизонтальным положением. Я пользуюсь человеческим фотоком. Orthoralics. Приходится располагать пациента, ну, скажем так, чтобы голова была. I saw it, I tried it 15 years ago, and you have to position the patient in a human position. So in a small cat, what I can advise you, you take a paper tube, put the cat into the tube, and he's sitting like that, and of course anesthetized. So then you can change the position of a head like that. Он говорит, что он пробовал пользоваться таким 15 лет назад, и, конечно, очень сложно именно позиционирование пациента корректное. Он говорит, что если у вас небольшая кошка, например, то после анестезии ее можно сажать в что-то вроде такого картонного тубуса, и она там сидит в этом тубусе, да, Ну да. и вы потом Сидит и укладываете голову так, как вам удобно. Меня интересует вопрос экспозиции, насколько, если вы с этим сталкиваетесь, то да. Я знаю, что в моей машине только 3 экспозиции возможные. И все. И все. Ты знаешь, это для дентистов. Дентисты, они не такие интеллигентные люди. Они не Я чаще нос. ничего, но знаешь, в Польше очень много дентистов, женщин. Они хотят простые, не без компликаций. А то тоже мужчины тоже не хотят. Ничего. Я не знаю никаких там других, какие размеры или какие цифры. Значит, метод научного тыка, который есть. Нет, это просто, очень просто. Знаешь, я думаю, что много часа до читания этого. Это очень много часов, чтобы смотреть и читать. Извините, мне надо посмотреть где-то. Мы начнем.
this thing. Okay, we have 50 minutes and the last presentation. Давайте соберемся, у нас 50 минут и последняя лекция в исполнении доктора. There'll be also some of three-dimensional imaging, but the major subject is a high-rise syndrome in a cat. Мы в этой лекции тоже немножечко посмотрим на вот эти трехмерные изображения визуальной диагностики, но основной нашей темой будет синдром высотной травмы у кошек. So what is high-rise syndrome? The definition is that it is falling from the height, the minimum the second floor, which is more or less 3.5–4 meters height. В определении вот такой высотной травмы для кошки укладывается ситуация, инцидент падения кошки с высоты минимум 2 этажа, что составляет примерно 3,5–4 метра. Because the cat is unique in terms of flexibility and movements and locomotory system, so it's quite interesting that despite these situations is often, but the cats, the death rate is rather low. В связи с тем, что кошка это уникальное животное, сочетание гибкости, пластики тела, вестибулярной системы, несмотря на то, что эта проблема достаточно часто постигает представителей этого вида, смертность в результате вот таких падений с высоты, она достаточно низкая. But despite it, there is a high survival rate, but still the damages are occurring and we have to address them. Однако, несмотря на то, что выживают кошки в основном, переживают вот такое падение с высоты, это не значит, что они не травмируются, и эти травмы мы должны уметь оценить и справляться с ними. This is very important, the low terminal velocity. Очень важный аспект, касающийся планирования кошки с высоты, это очень низкая конечная скорость. So it is for the 5-kilogram cat, 111 kilometers is the maximum speed which a cat will be flying down. Если мы возьмем 5-килограммовую кошку, то максимальная скорость ее полета, пикирования, составит 111 км в час. So even if it is a 50 floor or 300 floor, it's still 111. Неважно, с какого этажа она летит, там, с 100-го этажа или с 5-го этажа, 111 км в час будет максимальная скорость. For human, we achieve the terminal velocity from the 32nd floor, but I think it will be dead after third floor easily. У человека при падении с 32-го этажа терминальная скорость составляет 220 км в час, но что надеяться, что человек гибнет раньше в процессе полета. Okay. В процессе полета. But I am also concerned that quite some of the cats can have a high-rise syndrome even from the lower height because of their body weight. Но доктор при этом убежден, что некоторые кошки в силу своих особенностей, в частности в силу лишнего веса, например, могут демонстрировать признаки высотной травмы при полете с более низких высот. So even jumping from the table or from the cupboard can be causing fractures of the teeth or damage of a soft tissue in a fat cat. Если кошка толстая, то даже прыжок со стола или со шкафа может привести к повреждению зубов или переломам. This is experiment in my home. This is my cat, Shura. Это эксперимент, который дома доктор проводит, это его кошка. So she loves to jumping from the cupboard down. This is a 2-meter cupboard. Она любит прыгать со шкафа вниз, 2 метра комод, вот эту высоту. And she lands very close to the floor, and we estimated between 0.5 to 3 centimeters.
close to the floor. Обратите внимание, что в процессе приземления, в момент, когда кошка приземляется, голова ее очень близко оказывается к полу. Они рассчитали от 0,5 до 3 сантиметров вот это расстояние безопасности, на котором она останавливается. So if my cat is fat as this one, I think it shouldn't be able to stop. Если бы кошка доктора была такой толстой, как кошка, которую вы видите на фотографии, скорее всего, вот этот вот безопасный зазор, он бы не сработал, его бы не было. So look at the high-rise syndrome also through these kind of aspects. Поэтому не забывайте, когда перед вами упавшая кошка, летчик, да, не забывайте парашютист, не забывайте об этом аспекте. But of course, we are talking more seriously about the fatal injuries and more complicated injuries. Ну, конечно, если серьезно говорить, то в основном, подразумевая высотную травму, мы говорим о гораздо более серьезных повреждениях. There are not only head injuries, but also the abdomen and the chest and the extremities being damaged through this situation. В такой ситуации страдает, разумеется, часто не только голова, но и конечности, органы брюшной полости, мягкие ткани, нервная система, грудная клетка. But still, I think that the head injury is the most complex and the most interesting. Однако, наверное, травма головы в такой ситуации – это наиболее сложная проблема, но и наиболее интересная. In the past, there was a belief that there are three major signalments of a high-rise syndrome, which was epistaxis, so the nasal bleeding, pneumothorax, and heart palate damage. В прошлом существовало такие критерии, существовало 3 критерия, которые квалифицировали эту травму как высотную. Это носовое кровотечение, эпистаксис, это пневмоторакс и это повреждение твердого неба. But now, I think that a more sophisticated qualification is that there is 3 groups: maxillofacial, thoracical, and orthopedic damages. Но на сегодня группы вот эти челюстно-лицевой травмы, травмы в результате падения с высоты подразделяются по-другому, по категориям вреда нанесенного. Это повреждения челюстно-лицевые, это торакальные повреждения, ортопедические повреждения. And of course, all of them need a separate address. So the orthopedic injuries, in most cases, they wait for stabilization. И, безусловно, каждая из этих областей поврежденных, травмированных нуждается в специфической помощи. Что касается ортопедических травм, повреждений, то, как правило, они ждут, терпят. The most important are either thoracic, so like pneumothorax. Наиболее важным с точки зрения коррекции являются торакальные травмы, то есть травмы в области грудной клетки. And head injuries. И головы. Before we see, when we first see the patient, we should address the certain protocol of assessment, and we have to rule out the airways obstruction. We have to stabilize the shock, look if there is a pneumothorax, control the hemorrhage, and look after the brain injury. Существуют определенные правила оценки такого пациента, первичной оценки такого пациента. Они предполагают оценку и коррекцию обструкции дыхательных путей, контроль шока, пневмоторакса, контроль кровотечения в случае, если оно есть, обширное кровотечение, и контроль состояния головного мозга. So surprisingly, we don't do CBCT at first. We first rescue the cat. Удивительно, что при первичной оценке мы не кидаем кошку в конусно-лучевой компьютерный томограф, а сначала стабилизируем ее состояние. So first, even before we catheterize the cat, we place to the oxygen, either oxygen tape, cage or oxygen mask. Прежде чем даже ставить катетер, катетеризировать кошку, первое, что делается, это оксигенация или с помощью бокса, клетки, оксигенационной камеры, или с помощью маски. So you can give it to the cage. However, the filling of the oxygen cage by the medical oxygen takes time, so the mask is more efficient.
Вот здесь мы видим пример вот такой оксигенационной камеры, но мы понимаем, что для того, чтобы заполнить ее кислородом медицинским, потребуется некоторое время, с маской обычно быстрее, поэтому первое, что делается, это маска. But sometimes when the animal is in shock, we have to calm down at first. Of course, we follow generally the signalment, the symptoms. Разумеется, если кошка в состоянии шока, то нужно каким-то образом преодолеть его. В любом случае мы руководствуемся, наши действия, выбор наших действий руководствуется, опирается на симптоматику. Once we came through the 15-20 minutes of oxygen therapy, we established the fluid therapy. После 15-20 минут кислородной терапии можно начинать инфузионную терапию. So that's the normally we recommend Ringer's solution, but no lactate Ringer's or saline. Обычно для этих целей рекомендуется раствор Рингера, не лактат Рингера, раствор Рингера или физиологический раствор. If there is a shock signalments, we implement mannitol. В случае, если есть признаки шока, то добавляется манитол. And again, surprisingly, no steroids and no this kind of drugs. И удивительно, вы видите, в протоколе нет стероидов или подобных препаратов. Important thing, though, is a pain management. So opioids, short-acting opioids, and calming down, like benzodiazepine. И также мы помним о контроле боли, не забываем о контроле боли, для чего используются опиоиды краткосрочного действия, для обезболивания и препараты.